В этом видео я бы хотела рассказать о тенденциях с выставки Maison Objet, которая прошла в Париже в январе 2017 года. Некоторые тенденции я отметила для себя на основе увиденного на выставке. Первое, что я хотела бы отметить, это присутствие нежных пастельных пудровых тонов. Зеленый, бледно-розовый, голубой, жемчужный. Все эти цвета создают прекрасное весеннее настроение. Они все представлены не в единичном решении, а в комплексном оформлении всего интерьера. Особенность заключается в том, что предметы мебели и отделки представлены каждый в своем цвете, и в общем они создают целостную гармонию в пастельной гамме. Интерьер получается очень легкий, воздушный, весенний и романтичный. Следующая особенность – это обилие коралловых и терракотовых оттенков. Эти цвета дополнили интерьеры и решения многих фабрик-производителей мебели. Природные оттенки глины стали одной из основополагающих тем для решения интерьеров. Актуальна эта гамма для оформления гостиных комнат, особенно в сочетании с зелеными, графичными принтами и большим количеством живой тропической зелени. Такое решение относит нас в дикую саванну, к воспоминаниям о путешествиях на сафари. В качестве декора таким интерьером становятся уместны деревянные элементы, статуэтки, картины из дикой природы и животных, словом, все, что можно привезти из далекой Африки. Следующая тенденция – это сине-зеленая гамма. Темно-синий цвет уже не первый год держит передовые позиции в оформлении интерьеров и мебели. Особенно роскошно этот цвет выглядит в велюре, в обивке диванов и кресел. Также синяя гамма была очень популярна у дизайнеров для оформления предметов декора. Зеленые тона очень прекрасно сочетаются с латунью и золотом, а бирюзовые оттенки великолепно комбинируются с розовыми и красными тонами. В павильонах выставки было очень много зелени, как искусственной, так и натуральной, в больших красивых горшках. Январскую выставку Maison Objet отличает то, что очень много представлено было различной посуды. Все, что модно и актуально в этом сезоне, было представлено в отдельных больших павильонах. Еще одним популярным цветом для обивки мебели и решения для интерьеров стал желтый и различные его оттенки. Натуральный мрамор и его имитации также уже не первый сезон держат передовые позиции в оформлении интерьеров. Еще в качестве одной тенденции можно выделить интересные и сложные комбинации цветов и оттенков, которые сочетаются в рамках одного интерьера. Декораторы для оформления интерьеров используют очень сложные и интересные сочетания цветов, которые ранее никто не использовал в интерьерах. Все это выглядит очень необычно, красочно, ярко и интересно. Например, на черном фоне сочетать красный и бирюзовый в одном интерьере. Графика и принты также популярны среди декораторов, но уже не столько, насколько это было популярно в прошлых сезонах. Графика встречается, но уже более деликатно и не так открыто, как ранее. На предыдущих выставках Maison Objet было очень популярно сочетать натуральные природные материалы, такие как дерево, камень, металл. Все это было оформлено в одном интерьере, в одном стиле. Натуральный камень, как и ранее, также пользуется большой популярностью, особенно в решении для ванных комнат, кухонь и декорировании предметов мебели. Все эти тенденции сохраняют передовые позиции и в этом сезоне, и думаю, что будут актуальны еще долго. Гуляя по павильонам выставки, можно отметить еще одну важную особенность. То, что у многих производителей павильоны оформлены достаточно в темных тонах. Мебель приглушенных оттенков, темные стены,
сложные сочетания цветов. Все это создает очень уютный, комфортный и гармоничный интерьер. Песочная бежевая гамма практически нигде не встречается. Все интерьеры наполнены цветом, пусть даже и какими-то легкими оттенками и приглушенными тонами, но всегда присутствует какой-то цвет или оттенок в интерьере. Это важная особенность, которая характерна для многих производителей в целом по выставке. Черно-белая гамма в этом сезоне не пользуется спросом и популярностью. Если в прошлых годах выставки черно-белая графика часто присутствовала в оформлении интерьеров, то в этом сезоне все наполнено цветом. Отдельно хотелось бы еще сказать про металл в новом сезоне. Если в прошлом году много было меди, латуни, подзолота, то в этом сезоне уже его намного меньше. В основном встречается металл крашеный, полированный, либо под серебро, либо черного цвета, но так, чтобы он не выделялся, не кричал и не перебивал предмет мебели. Металл используется в основном в декорировании ручек, ножек, мебели, опор и таких функциональных элементов. В прошлом году, в 2016, очень много было сочетания камень плюс латунь. В этом году камень представлен уже без декоративных вставок металлических, цельными кусками и монолитными поверхностями, чтобы подчеркнуть красоту и текстуру этого материала. В камень предлагают закатать все, начиная от столешницы, заканчивая и предметами мебели, в частности элементами ванны и сантехники. Также используется камень для декорирования стен и кухонных фасадов. Одни производители предлагают использовать натуральный камень для фасадов, другие предлагают его имитации. Особым трендом в оформлении интерьеров стен стало решение с деревянными панелями. Используются они самых разнообразных форм и конфигураций, от простых до очень сложных 3D объемных решений. Панели, обитые тканью и велюром, также очень популярны. Производители предлагают мобильные решения для перегородок, когда их можно поворачивать, разворачивать, менять угол и как-то трансформировать пространство, а также декорировать панели светильниками и другими элементами. Еще несколько слов хотелось бы сказать о тенденции в дизайне мебели. Популярными становятся округлые, плавные формы, красивые, изящные линии. Если в прошлых сезонах мебель была вся достаточно прямая, строгих форм, четкие линии, то в этом сезоне в основном популярна плавная геометрия, параболические формы, окружности. Диваны напоминают по форме фасолинки. Светильники также выполнены все в простой геометрии. В сечении можно увидеть круг или овал. Все достаточно очень простых, лаконичных, правильных форм. А журнальные столики все круглых форм, разных диаметров и размеров. Возле дивана правильнее ставить не один журнальный столик, а целую группу, объединенных одной композицией. Еще одна тенденция, характерная для января 2017 года, это тема тропиков. Я ранее немножко про нее уже говорила, но тем не менее хотелось бы в этом разделе рассказать об этом более подробно. Тема тропических растений, животных, флоры и фауны была еще популярна в прошлом сезоне и продолжает активно использоваться декораторами и дизайнерами далее. Элементы дикой природы, натуральные коренья, статуэтки, чучела животных – все это продолжает быть популярным для оформления интерьеров. Но если в прошлом году тема африканского декора была очень широко представлена на выставке, был выделен огромный большой павильон, где можно было найти все от маленькой статуэтки до большого каноэ, то в новом сезоне уже это было представлено не так широко.
более деликатно и не так много всех этих элементов было использовано в интерьере. В этом сезоне статуэтки и весь этот африканский декор был представлен более в таком рафинированном виде. Например, стилизованные маски были, чучела животных не так часто встречались. В основном это были статуэтки, напоминающие по форме голову животных или фигуру. Не сколько декором, сколько цветом была отражена африканская тема в интерьере. Если в прошлом сезоне было много черно-белой гаммы, статуэток и диких животных, то в этом сезоне африканская тема выражена цветом. Натуральная глина, зеленые оттенки. Вся природная цветовая гамма была использована в оформлении интерьеров. И, конечно же, зелень тропическая и принты, которые были решены на обоях и текстиле. Использование плетеной мебели, светильников также популярно в этом сезоне, как и в прошлые года выставки. Тема природы встречается не только в оформлении интерьера, цветовой гамме и декоре, но и в кардинальных решениях, когда для оформления стены или ее декорирования берутся принты и целиком запечатываются на стене. Также какие-то элементы орнаментов встречаются в интерьерах, чтобы подчеркнуть африканскую тему. Иногда бывает полностью запечатана вся стена, полностью под какой-то принт. И, конечно, смотрится это очень интересно и необычно. На этом я бы хотела завершить свой обзор по тенденциям с выставки. Все фотографии и видео, которые сделаны в этом ролике, это сняты мной на выставке Maison Objet в январе в Париже. И далее вы можете насладиться фото и видео с выставки и посмотреть для себя, открыть что-то новое.
Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заходите на мой сайт, ставьте лайки. Всего вам доброго!